Каждый человек когда-либо задумывался, почему одни люди становятся финансово независимыми, а другие постоянно испытывают трудности с деньгами. Книга Томаса Стэнли «Ваш сосед-миллионер» основана на обширном исследовании реальных миллионеров в США. Автор опросил тысячи людей с состоянием более $1 миллиона, чтобы выявить привычки, ценности и образ жизни, которые отличают богатых от среднего класса. Первое, что бросается в глаза, миллионеры не обязательно те, кто ездит на дорогих машинах, живет в особняках и демонстрирует свое богатство. Наоборот, большинство богатых людей ведут скромный образ жизни, что полностью противоречит распространенным стереотипам. Они экономят, инвестируют и тщательно планируют свои финансы. Автор назвал своих героев соседами-миллионерами, чтобы показать, что богатые люди часто живут рядом с обычными людьми, не афишируя свое состояние. Они могут быть учителями, инженерами, менеджерами, владельцами небольшого бизнеса. Изначально их жизнь кажется обычной, но за внешней скромностью скрываются привычки, которые позволяют накапливать капитал. Ключевой вывод исследования – богатство не связано напрямую с доходом. Много зарабатывать – важно, но гораздо важнее – умение распоряжаться деньгами. Например, многие миллионеры не получают сверхвысоких зарплат, но они инвестируют, экономят и избегают долгов, в то время как люди с высокими доходами часто остаются в финансовой зависимости из-за чрезмерных расходов и кредитов. Основные принципы миллионеров. Экономия и разумные траты. Большинство миллионеров живут скромно. Они покупают дома, которые могут себе позволить, ездят на машинах средней ценовой категории и не стремятся к роскоши. Автор приводит статистику: более 60% миллионеров владеют автомобилями стоимостью менее $20 тысяч, несмотря на миллионы на счету. Инвестирование в активы. Богатые люди понимают разницу между активами и пассивами. Они вкладывают деньги в недвижимость, акции, бизнес, которые приносят доход. В то время как большинство людей тратят деньги на потребительские товары, миллионеры делают деньги своими союзниками. Отсутствие долгов. Еще один важный принцип – минимизация долговых обязательств. Кредит на потребительские товары, кредитные карты с высокой процентной ставкой и ипотеки на дорогие дома не характерны для миллионеров. Они используют долги только как инструмент инвестирования, а не для покупок ради статуса. Целенаправленное накопление. Накопление – это не случайность, а план. Миллионеры систематически откладывают деньги, независимо от дохода. Даже небольшие суммы, вложенные регулярно и разумно, со временем превращаются в крупный капитал благодаря сложным процентам. Принятие решений на основе финансовой логики. Каждый шаг в финансовой жизни миллионеров продуман. Они оценивают риски, избегают импульсивных покупок и принимают решения, которые со временем увеличивают капитал. Средний возраст миллионеров в США – около 50 лет. Более 70% миллионеров владеют собственным домом без ипотеки или с минимальным кредитным обязательством. Большинство богатых людей имеют один или несколько источников дохода, но основной акцент на инвестировании, а не на увеличении зарплаты. Около 60% миллионеров живут скромно, экономят на тратах и тщательно планируют бюджет. Богатство формируется не за счет демонстрации статуса или высокой зарплаты, а за счет привычек, дисциплины и умения управлять финансами. Миллионер – это не человек, который тратит много, а тот, кто умеет системно приумножать свои ресурсы. После того, как мы познакомились с базовым портретом миллионера и ключевыми принципами их финансового поведения, важно понять ежедневные привычки и стратегические решения, которые позволяют им сохранять и приумножать капитал. Томас Стэнли провел исследование более 1000 миллионеров и выявил закономерности, которые систематически отличают богатых от среднего класса. Большинство миллионеров живет скромно. Они выбирают дома, соответствующие их доходу, часто в умеренных районах, а не в престижных кварталах. Стэнли отмечает, лишь около 10% миллионеров живут в элитных районах. Экономия и рациональный подход к расходам позволяют им направлять деньги на инвестиции, а не на статусные вещи. Примеры. Автомобиль. Средняя стоимость – около 15-20 тысяч долларов. Дом. Чаще всего стоимость не превышает 3-4 лет их дохода. Отпуск и развлечения планируются заранее, с учетом бюджета, а не стихийно.
Эта скромность помогает избежать долгов и высвобождает ресурсы для капиталовложений. Миллионеры понимают силу инвестиций и систематического подхода. Они вкладывают в акции, облигации, недвижимость, бизнес. Автор приводит пример. Миллионеры откладывают не менее 10% дохода ежемесячно, даже если доход невысок. Сложные проценты и долгосрочные вложения создают основу для накопления богатства. Ключевой принцип: не важно, сколько вы зарабатываете, важно, сколько вы сохраняете и инвестируете. Хотя основная стратегия миллионеров – рациональное инвестирование, многие имеют дополнительные источники дохода. Это может быть аренда недвижимости, долевое участие в бизнесе, фриланс или консультации. Дополнительные потоки дохода уменьшают риски и ускоряют накопление капитала. Пример: один миллионер в исследовании имел основную работу в офисе, арендовал 2 дома и инвестировал в акции. Общий доход с инвестиций превышал 20% от его зарплаты. Долги – главный враг накопления богатства. Большинство миллионеров избегает потребительских кредитов и кредитных карт с высокой процентной ставкой. Если долговые обязательства существуют, они используются только для инвестирования, например, ипотека на доходную недвижимость или кредит на бизнес, который приносит прибыль. Факты: более 70% миллионеров имеют либо нулевой долг, либо полностью контролируют свои кредиты. Средний американский миллионер не пользуется кредитами для потребительских покупок. Каждое финансовое решение миллионеров продумано. Они составляют бюджеты, планируют расходы, прогнозируют доходы и тщательно оценивают инвестиционные риски. Примеры планирования: определение доли дохода на обязательные расходы, сбережения и инвестиции. Составление долгосрочного плана капиталовложений с учетом инфляции и налогов. Мониторинг финансовых целей и корректировка стратегии при необходимости. Миллионеры часто передают правильные финансовые привычки детям. Они учат их ценить деньги, понимать разницу между активами и пассивами, избегать долгов. В исследовании Стэнли отмечено, что около 80% миллионеров активно вовлекают семью в финансовое планирование, что создает устойчивый фундамент богатства на поколение вперед. Недвижимость. Большинство богатых инвестируют в жилье, которое приносит доход или увеличивает капитал. Акции. Долгосрочные вложения в фондовый рынок позволяют накопить значительные суммы без активного управления. Бизнес. Владение малым бизнесом или долей в компании – дополнительный источник дохода. Разница мышления богатых и среднего класса. Стэнли подчеркивает, что богатство формируется мышлением, а не только доходом. Богатые люди сосредоточены на активных доходах, но не забывают про пассивные источники. Систематически откладывают и инвестируют деньги. Избегают ненужных расходов на статусные вещи. Планируют долгосрочно, а не живут сегодняшним днем. В исследовании выявлено несколько ошибок, которые мешают большинству людей стать богатыми: чрезмерные траты на товары и услуги для демонстрации статуса. Накопление долгов вместо инвестиций. Отсутствие финансового плана и дисциплины. Сосредоточение только на увеличении дохода без умения его сохранять. Миллионеры отличаются системностью, дисциплиной и умением направлять деньги на капиталовложения. Скромный образ жизни, регулярные инвестиции и долгосрочное планирование создают основу богатства. Мы уже обсудили, кто такой сосед-миллионер, его привычки и стратегии инвестирования. Теперь важно перейти к конкретным действиям, которые каждый зритель может использовать, чтобы приблизиться к финансовой независимости. Томас Стэнли подчеркивает, что богатство формируется не случайно, а благодаря систематическим привычкам и осознанным решениям. Контролируйте расходы. Первое, что объединяет миллионеров, это контроль над расходами. Они планируют бюджет, учитывая обязательные расходы, жилье, еда, транспорт, сбережения и инвестиции, развлечения и личные нужды. Практический совет: составьте таблицу расходов и доходов, определите, какие статьи можно сократить без потери качества жизни. Откладывайте минимум 10% дохода на накопления и инвестиции. Избегайте ненужных долгов. Миллионеры используют кредиты только как инструмент роста, а не для потребления. Это значит,
Не брать кредиты на дорогие автомобили, бытовую технику или отпуск, использовать ипотеку или бизнес-кредиты с учетом доходности, закрывать долги с высокими процентами в первую очередь. Практический совет: если у вас есть кредитные карты с высокими процентами, закройте их и переведите долг в инвестиционный или накопительный счет. Создавайте источники пассивного дохода. Исследование показывает, что большинство миллионеров имеет дополнительные источники дохода помимо основной работы. Это могут быть аренда недвижимости, инвестиции в акции и облигации, владение долями бизнеса, онлайн-проекты и консультации. Практический совет: выберите один источник пассивного дохода, который подходит вам, и начните инвестировать хотя бы небольшую сумму ежемесячно. Инвестируйте регулярно и долгосрочно. Сложные проценты – главный союзник богатых людей. Даже небольшие регулярные вложения с течением времени могут превратиться в значительный капитал. Примеры. Вложение 100 евро ежемесячно в индексный фонд с доходностью 6% в год за 20 лет даст значительную сумму. Покупка доходной недвижимости и реинвестирование прибыли увеличивает капитал быстрее, чем простой рост зарплаты. Развивайте финансовую грамотность. Миллионеры постоянно учатся, читают книги, посещают семинары, консультируются с экспертами. Знания помогают принимать более взвешенные решения и избегать ошибок, которые стоят денег. Практический совет: выберите одну книгу о финансах в месяц, введите конспект ключевых идей и внедряйте их в жизнь. Формируйте привычки богатых. Стэнли выделяет привычки, которые приводят к финансовому успеху: скромность в расходах, без ущерба качеству жизни. Планирование бюджета и контроль над финансами. Систематическое инвестирование и откладывание денег, избегание импульсивных покупок и долгов. Долгосрочное мышление и постановка финансовых целей. Практический совет: внедряйте хотя бы одну привычку за месяц, постепенно формируя финансовую дисциплину. Планируйте долгосрочно и ставьте цели. Богатство не приходит мгновенно. Миллионеры ставят четкие цели: накопить определенную сумму к конкретному возрасту, приобрести актив, который будет приносить доход, создать несколько источников пассивного дохода. Практический совет: запишите 3 финансовые цели на ближайшие 5 лет и разбейте их на квартальные задачи. Вовлекайте семью в финансовое планирование. Передача финансовых привычек детям и совместное планирование бюджета укрепляет финансовую устойчивость семьи. Исследование Стэнли показало, что более 80% миллионеров обучают своих детей экономии, инвестированию и управлению капиталом. Практический совет: обсуждайте с семьей цели и расходы, создавайте семейный план накоплений, вовлекайте детей в простые финансовые решения. Выводы и ключевые уроки. Богатство формируется привычками, а не доходом. Сосредоточенность на расходах, инвестициях и долгосрочном планировании важнее высокой зарплаты. Скромность – секрет миллионеров. Экономия и разумное распределение ресурсов позволяют накапливать капитал. Регулярное инвестирование – ключ к финансовой независимости. Даже небольшие суммы, вложенные систематически, приносят ощутимый результат. Долги – враг богатства. Избегайте ненужных кредитов, используйте деньги для создания активов, а не пассивов. Финансовая грамотность и привычки семьи формируют устойчивое богатство. Начните внедрять хотя бы один принцип миллионеров в ближайшие 7 дней. Подписывайтесь на канал, чтобы получать практические советы из других книг о деньгах. Ставьте лайк и включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о финансовой независимости. Помните, богатство формируется постепенно, системно и осознанно. Каждый шаг, который вы делаете сегодня, приближает вас к финансовой свободе завтра.